Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Апогей абсурда в eFootball достиг своего пика за последнее время. И если раньше мы ругали игру за гандикап, за донат, излишнее количество доната, то за последнее время даже с донатом Konami умудрились, грубо говоря, обосраться. И в рамках данного ролика предлагаю все это маленькое безумие и обсудить, насколько все плохо в последнее время в игре, какие у нее перспективы, ну и в целом поговорим о том, о чем говорили уже неоднократно. Поэтому устраивайтесь поудобнее, приготовьтесь к дискуссиям в комментариях, ну и не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, поскольку именно от вашей активности зависит продвижение ролика и канала соответственно. Ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Что же произошло, спросите вы, если не следили за новостями по eFootball за последнюю неделю? А произошло то, что в игре перестали быть доступны некоторые паки и некоторые ивенты, а в частности один ивент с искусственным интеллектом. Но сам факт, что он просто на ровном месте перестал быть доступным, он на самом деле, ну как по мне, удивителен. После паков английской премьер-лиги мы ожидали паки по игрокам итальянской серии А. Соответствующая база данных уже появилась на том же eFootball Hub, так сказать, мы уже понимали, кого стоит ожидать, какие будут рейтинги и так далее. И в тот самый день, когда паки должны были обновиться, они почему-то не появились в игре. А ивент, посвященный серии А, как это было ранее с английской премьер-лигой, где вы играете против искусственного интеллекта за очки опыта, он в игре появился, но он был недоступен для игры. Как и всегда, Konami сослались на какие-то непредвиденные обстоятельства, о которых история умалчивает, но об этом чуть позже. И эти самые непредвиденные обстоятельства растянулись на несколько дней. Все эти несколько дней игрокам не были доступны паки, кроме одного пака с игроками японской лиги за номинальный контракт, а также игрокам не были доступны ивенты, и в частности ивент, посвященный серии А. А к тому моменту, когда в игру уже вернули паки, вернули ивент, сам ивент серии А заменили на ивент с английской премьер-лигой, а пак серии А стал доступен только на пару суток, на день, на полтора. И по некоторой информации, все это произошло в связи с тем, что у Konami заканчивается лицензия на серию А. То есть сейчас, несмотря на отсутствие клубов, Konami использует графику итальянского чемпионата, логотип, цветовое оформление и так далее. Судя по всему, с 1 же августа у Konami эта возможность пропадает, и поэтому они решили выпилить паки раньше времени и уменьшить срок их нахождения в игре. Поэтому паки серии А пропадают несколько раньше, чем ожидалось, а сам ивент с искусственным интеллектом, посвященный этому итальянскому чемпионату, он был вырезан и снова заменен английским ивентом, который уже присутствовал ранее. Ну и параллельно с этим Konami продолжает выпускать небольшие ивенты и обновления, но только для мобильной версии игры. Таким образом, у мобильных игроков версия игры уже 1.1.5, в то время как у ПК-пользователей и у консольщиков версия игры это 1.1.4. После всей этой ситуации игрокам на мобильных устройствах дали одну бесплатную крутку с паком Легенд Баварии, в то время как консольщики и ПКшники снова ничего не получили. То есть, если не так давно мы ругали Konami за отсутствие режимов, плохой игровой процесс, который постоянно меняется, и при этом они все это время выпускали паки, обновляли ивенты и прочее, в то последнее время они обострились даже с этим аспектом, учитывая, что у игры не так уж и много интересного контента. И тот контент, что присутствует, он становится недоступным для большинства игроков. Как говорится, ниже падать уже некуда, но тем не менее Konami раз за разом находит глубину и еще ниже, и это на самом деле обидно, потому что как бы мы все с вами не ругали игру, тем не менее игровой процесс, геймплей, он сам по себе неплохой, просто нуждается в доработке и в отсутствии таких вот заскриптованных моментов, которые прям отчетливо бросаются в глаза. Побольше баланса, разнообразия режимов, и это уже будет неплохая сервис-игра. Однако Konami не торопится с режимами, они не торопятся с обновлениями, а все обновления, которые происходят, они происходят для мобильных игроков, в то время как консольщики, ПКшники, они остаются без какого-либо значимого контента. И опять-таки, возвращаясь к той мысли, которую я упомянул чуть ранее, это очень обидно, потому что у игры есть потенциал, но ему мешает развиться одна большая проблема под названием Konami, их видение, их разработка и их странное представление о спортивном геймдеве. Скандалы, интриги, расследования. Пока Electronic Arts представляет новую часть FIFA, которая по сути является копиркой предыдущей, она так или иначе будет готова и будет завершена в сентябре. У нее будут режимы и так далее. Что будет у eFootball с такими темпами к сентябрю, сказать на самом деле трудно. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете на весь этот счет.
Поддерживайте ролик своими лайками, это также крайне важно. Ну и если вы на этом канале впервые, то, конечно же, подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня на сегодня все, и я желаю вам всем приятной игры, будь то в eFootball или же в нашу любимую PES. Всем удачи и до скорых встреч, друзья!